Всем добрый день! Сегодня я буду вязать вот такие следочки, тапочки, следочки. Верх у меня будет связан тунисским крючком. Остальное я буду все вязать спицами. Они у меня на большой размер, на размер 40, даже на 41 пройдут. Вязать я буду. Мыс у меня крючок для тунисского вязания номер 3. И спицы также номер 3. Если нужен размер меньше 37, 38, 39, мы провяжем крючком номер 2,5. Сразу узор уменьшится и в ширину, и в высоту. Вязать по той же схеме. Сейчас схему выведу на экран. Ну и далее также по подошве уменьшим и по длине. Отвязанные детали в процессе вязания буду измерять в сантиметрах. Так, спица номер 3 я сказала. Пряжа у меня турецкий акрил, 100 граммах, 240 метров. Можете вязать любой пряжей подходящей. Значит, цвета я подобрала. Основной цвет у меня 2 оттенка. Такие вот зеленоватые. Для узора, для енота серый, черный, вот такой вот бежевый, скажу, и белый. Такой молочный белый, не ярко-белый. Сняла с манекена. Вот так вот растягивается. Сейчас сразу вам замеряю полностью в длину. А что еще забыла сказать, я пятку провязываю спицами на пол номера меньше. Так, вот он весь полностью в длину. Смотрите, 26 сантиметров до пятки. Иди сюда. 24. Пускаем пару сантиметров на растяжку. Вот так вот. Подойдет как для мальчиков, так и для девочек, думаю. Ну что, перехожу к вязанию сразу. Так, прежде чем начать вязать, сразу хочу пройтись по схеме. Кто может вязать по схеме, можно сделать скриншот, или же схема будет на канале в рубрике записи. В шапке профиля можно посмотреть, там я располагаю фотографии и схемы. Значит, смотрите, вот такая вот у меня схема. Начну я вязать с мысок. Сначала провяжу, потом сделаю обвязку, потом перейду на подошву, добавлю петли по бокам, провяжу полотно до пятки, закончу пяткой и сделаю обвязку. Моя любимая модель. Мысок начну с 14 петель, буду расширять в каждом ряду, потом вот через ряд, и всего у меня будет 26 петель. Если размер меньше, вяжите, как я уже сказала, на крючок номер 2,5 и начать с 12 петель тогда. Значит, это у меня цвета. Это бежевый, это черный, ну это, понятное дело, серый, и вот эти вот детали белого цвета, да. Остальной фон это основной цвет. Высоту полностью сколько? 28 рядов я провяжу. Полностью весь мыс будет 28 рядов. Значит, сейчас что делаю? На крючок тунисский набираю 14 петель. Набираю цепочку, вывязываю из 14 петель. Одну провязала, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 набрали. Теперь ввожу крючок в каждое звено и провязываю каждую петлю. Ввели, провязали, ввели, провязали. И так до конца ряда. Провязали последнюю петлю, захватываю нить, по 2 петли возвращаюсь обратно в начало ряда. Со следующего ряда в начале и в конце ряда я буду прибавлять по одной петле, буду расширять мысок. Второй ряд, первая на спице, вторую петлю провязали, далее делаем накид, добавили одну петлю, следующие петли провязываем.
ввела крючок, провязала. Под дужку ввела крючок, провязала. Осталось 2 петли, кромочная, и вот она предпоследняя. Опять делаю накид. Одну провязала и последнюю петлю ввела крючок под 2 дужки кромочных, вытащила, захватываю нить и опять возвращаюсь с начала ряда. Так я провяжу 5 рядов. Далее перейду к узору. Вяжем. Провязала я 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас у меня 22 петли. Следующий ряд, 6-й ряд. И мы начинаем первый ряд узора. Так, узор буду отсчитывать с первого ряда. Первый ряд сейчас у нас, так как идет узор, я сразу что сделала? Основной цвет на 2 мотка разделила, чтобы не делать протяжек. И для енота вот нарезала ниток. Так будет проще. Подвязываю разные нити. Вот смотрите, чтобы не делать большую протяжку, например, вот бежевый цвет с 2 сторон, да, белый цвет с 2 сторон, подвязываю разные ниточки. Просто потом их в конце вязания вытаскиваю, чтобы не заморачиваться с клубками. Значит, сейчас следующий ряд, это первый ряд узора у нас. Мы будем вязать без добавки. Через ряд сейчас буду делать. Первые 9 петель провязываю основным цветом. Далее 4 петли белым. И далее опять 9 петель основным цветом. Этот енот он у нас получается вот симметричный. До середины довязали. И вторую половину вяжем в зеркальном отряжении. Так, провязываю. Один, два, три, 4. Добавки не делаем. 5, 6, 7, 8, 9. Провязали. Далее 4 белым. Подвязываю белый цвет. И оставшиеся петли опять провязываю основным цветом. Так, сейчас тут в начале. Один, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и последняя 9 кромочная. Ввела крючок под 2 дужки, захватила нить, вытащила, захватываю нить, возвращаюсь обратно в начало ряда. Сейчас я этот обратный ряд провяжу. Далее обратные ряды показывать не буду, потому что это много времени займет. Вяжем по узору. Обратные ряды у нас вяжутся без изменений. Каждый цвет над своим цветом. Нити перебросила, основным цветом провязала. Далее провязали белым. Ну, там, где много цветов, время от времени провяжу обратный ряд. Нити перебросила. Опять основной цвет довязываем до конца ряда. Второй ряд узора. В этом ряду мы делаем одну прибавку. Первые 8 петель, я считаю, вместе с кромочной, мы провязываем основным цветом. Первая на спице, вторую провязали, третью прибавила, далее 4, 5, 6, 7, 8. 2 петли, ой, 3 петли белым цветом.
1, 2, 3 белым провязали, 2 черным, и повтор опять 3 белым. Оставшиеся петли до конца ряда провязываю основным цветом и в конце делаю одну прибавку. 1, 2, 3, 4, 5, одну прибавили, 6, 7 и 8 у нас кромочная. Возвращаемся в начало ряда. Это у нас был второй ряд узора. Нити перебросила так и так. Белым провязали, далее черным провязали, перебросила, опять у нас белый цвет, подняли белый цвет, провязали 3 белым, и оставшиеся, что у нас основной цвет провязываем, нити перебросили, подняли основной цвет, вяжем так до конца ряда. Так, пришли в начало ряда, далее у нас третий узор по схеме идет в этом ряду, третий ряд. В этом ряду у нас прибавки нет, вяжем через ряд. Понадобится мне бежевый цвет, вот такой вот. Первые 5 петель вместе с кромочной провязываю основным цветом. Первая на спице, вторую провязали, третью провязали, четвертую и пятую. Далее 2 петли бежевого цвета. Провязали 3 белым, четыре петли черным, здесь я белый цвет переброшу, опять у нас идет далее 3 белым и 2 бежевым. Три белым провязали, 2 бежевым. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом. Один, два, три, 4 и пятая кромочная у нас. Все провязали. Это у нас был третий ряд. Возвращаемся, идем в начало ряда. Я то в конец ряда говорю, то в начало ряда, ну, в общем. Возвращаемся, все по узору. Основным цветом провязали. Далее, что у нас по узору идет? Бежевый цвет. Провязали бежевым 2 петли. Далее белым провязали 3 петли. И так каждый цвет над своим цветом. Возвращаемся в начало. Четвертый ряд узора. Здесь нам понадобится серый цвет. Так, последняя прибавка у меня будет. Значит, первая на спице, вторую провязала, одну добавила, еще одну провязала. 4 петли основным цветом. Далее 2 петли бежевым. 2 петли черным. Нить осталась далеко. Протягивать я не буду такую большую протяжку делать, поэтому я вот подвяжу здесь сразу.
2 черным провязала, 3 белым, 1 серым, сильно светлый серый цвет не берите, но и сильно темный тоже не берите, средний тон, чтобы такой был, потому что сильно светлый его плохо видно. 1 серым провязала, далее 2 черным, так, белый цвет я переброшу, опять 1 серым, повтор теперь идет у нас, 3 белым, 2 черным, 2 черным провязали, 2 бежевым, и оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом 4 петли вместе с прибавкой. Одну провязали, одну прибавили, предпоследнюю провязали и кромочную по 2 дужки провязала. Все, возвращаемся в начало ряда, захватила нить и по 2 петли возвращаемся. Это у нас был 4-й ряд. 5-й ряд узора. Первые 3 петли основным цветом, 3 петли основным цветом, 1 бежевым, 5 петель черным, 1, 2, 3, 4, 5 провязали, 3 петли белым, 2 петли серым, здесь посередине черную нить можно обрезать, у нас сейчас черный цвет только по бокам будет идти. Провязали 2 серым над носом, далее у нас идет симметричный повтор, опять провязываем 3 белым, 5 черным, 1 бежевая, и оставшиеся петли провязываем основным цветом. 3 петли осталось, довязываем ряд до конца. И возвращаемся по узору в начало ряда. Захватили нить и по 2 петли возвращаемся в начало. Меняем цвета. 6-й ряд узора. Первые 2 петли основным цветом. 1 кромочная, 1 провязали. Далее 1 петля бежевым. 7 петель черным. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 провязали, 2 белым, 2 серым, и опять у нас симметричный повтор, 2 белым, 7 петель черным провязываем,
одна бежевым. И осталось у нас 2 петли. Провязали основным цветом, закончили 6 ряд и возвращаемся обратно. Идем в начало ряда. 7 ряд узора. Первая на спице основной цвет, вторую провязали основным цветом. Далее 1 петля бежевым. Далее черный цвет, 6-8 петель. Провязываем черным. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 провязали. 1 бежевым. Ах, надо было перебросить нить, далеко осталось. Нет, не надо ничего перебрасывать. Схему до конца не досмотрела. Смотрите, здесь у нас бежевый цвет будет продолжаться. И здесь по одной петельке, поэтому подвяжем сейчас новую ниточку сюда. Ну что ж, тянуть столько петель, протяжек делать. Поэтому, так, сейчас на носе. Что мы тут делаем? Подвязываем бежевый цвет. После 8 черных петель у нас идет 1 бежевая. Провязали. Далее 2 серым. Провязали. Симметричный повтор. 1 бежевая опять провязываем. Черный цвет. 8 петель черным провязываем. Одна бежевая. И осталось 2 петли. Довязываем основным цветом. Это у нас 7 ряд. Возвращаемся по узору в начало. Вот так вот. 8 ряд узора. Первые 2 петли основным цветом. Далее 2 петли белым. Так, что у нас дальше? 6, 7 петель черным цветом. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7 провязали. 1 бежевая, 2 серых. Опять у нас идет повтор. 1 бежевая, вяжем симметрично. Что у нас здесь было? 7 черных, да, провязываем 7 петель черным. Семь черных провязали, 2 белых. Ах, 8 провязала. Подвязала нить, 2 белых, и осталось 2 петли. Провязываем основным цветом. Это у нас был 8 ряд узора. Возвращаемся в начало. Провязали 2 петли, перебросила нить. Белый цвет подняли. Провязываем белым. Перебросила нить. Черный цвет. Провязываем все черным.
Далее, что у нас по узору идет? Бежевый цвет. Подняли бежевую нить, провязали. 2 серым, провязали. Опять подняли бежевый цвет, провязали одну бежевым. Оставшиеся, что у нас здесь? Черный, белый и зеленый. Ну, основной цвет. Довязываем ряд. Девятый ряд узора. Первая на спице, вторую провязали основным цветом. Далее 3 петли белым. Три петли черным. 2 петли серым. Так, сейчас где тут у нас серый цвет был? Можно протянуть, вот вернуться обратно, не подвязывать. Сколько здесь? 1, 2, 5. 2 петли серым провязали. 1 черным. 1 бежевым. 2 серым. Далее у нас повтор опять идет 1 бежевая. 1 черная. 2 серым. 3 черным. Так, что тут у нас после 3 черных, 3 белых. Провязываем. Провязали. И последние 2 основным цветом. Довязали основным цветом. Возвращаемся по узору обратно. Это у нас был 9 ряд. 10 ряд узора. Первые 2 петли основным цветом. Первая на спице, вторую провязали. Далее 1 бежевым. Смотрите, бежевый цвет остался внизу. Я его забыла перебросить. Можно крючком под петельками провести крючок и протянуть эту нить. Поэтому я вот нить обрезаю, протянула и подвела к нужному месту. Провязали 1 бежевым, 3 петли белым, 2 петли черным, 1 серым, 1 белым, 1 черным, 1 бежевым, 2 серым. И далее симметричный повтор у нас идет. 1 бежевая, 1 черная, 1 белая,
Протянем ее отсюда, ничего страшного. Из-за одной петли новую петлю подвязывать не буду, новую нить. Одну белую провязали, одна серая. Далее 2 черных. Две черных, 3 белых. Повтор, что вязали в первой половине, теперь повторяем также. Смотрим на вот эту первую половинку и провязываем. 3 белых провязали, что у нас там далее? Одна бежевая провязали, и оставшиеся 2 петли провязываем основным цветом. Так, здесь я вот опять бежевый цвет подниму. Так, это у нас 10 ряд. Довязали до конца. Последние 2 петли основным цветом провязали. Возвращаемся по узору в начало ряда, заканчиваем. Начало ряда, 11 ряд. Первые 3 петли основным цветом. Первая на спице, вторую провязываем, третью провязываем. Одна бежевым. 3 петли белым. 1, 2, 3 белым провязали. 4 петли черным. Одна бежевым. 2 серым. 2 серым провязали. И далее повтор опять. 1 бежевым, 4 черным, 3 белым, 1 бежевым и оставшиеся петли основным цветом. Так, вяжем. Одну бежевую провязали после серого. 4 черным. 3 белым. 1 бежевым. И оставшиеся петли провязываем основным цветом. Это у нас был 11 ряд. Довязали по узору, возвращаемся обратно. Двенадцатый ряд узора, 4 петли основным цветом. Первая на спице, вторую провязали, третью провязали, четвертую провязали. 2 петли бежевым. 4 белым. 1, 2, 3, 4. 4 белым провязали, 1 черным. Здесь надо было ее поднять. Одна бежевым, 2 серым, и далее повторяем. Опять 1 бежевым, 1 черным, 4 белым,
2 бежевым, 2 бежевым провязали, и оставшиеся петли до конца ряда довязываем основным цветом. Это у нас 12 ряд узора был. Довязали, возвращаемся по узору в начало ряда. 13 ряд узора. Так, сейчас серый цвет буду подвязывать. Первые 4 петли основным цветом. Далее 2 серым. Две бежевым. Три петли белым. Одна бежевым. Две серым. Далее у нас идет повтор. Теперь черный цвет. Смотрите, можно вот эту нить не обрезать, а ее просто протягивать. У нас далее черный цвет, где будет вот на ушах. Поэтому можно ее перебрасывать в каждом ряду. Главное не забыть это сделать. Так, 2 серым провязали и повторяем, что у нас далее по узору. Одна бежевым провязали. 3 белым. 2 бежевым. 2 серым. 2 серым провязали. После серого у нас что идет? 4 зеленым. Довязываем ряд до конца. Это у нас 13 ряд узора. Возвращаемся в начало ряда. 14 ряд узора, 4 петли основным цветом. Первые 4 основным цветом. Далее 1 белым. 2 серым. Серый цвет, 2 петли провязали. Вот так здесь белый цвет можно перекрыть, поднять под низом. 2 серым провязали. Далее бежевый цвет. Провязываем 1, 2, 3, 4. Провязали. Далее средних 4 петли провязываем серым. И опять повтор. 4 бежевых. Две серых. Одна белая. И оставшиеся петли до конца ряда мы провязываем основным цветом. Это у нас 14 ряд, повторю. Так, довязала ряд до конца. 14 ряд, возвращаемся в начало ряда. 4 зеленых провязала, 1 белую провязала, 2 серых провязала,
И так далее. Каждый цвет над своим цветом провязываем. Бежевый. 1, 2, 3, 4, да. 15 ряд узора. 3 петли основным цветом. Далее 1 белым, 1 бежевым, 1 черным. Оставшиеся все петли провязываем серым цветом. И точно так же мы провяжем симметрично в конце ряда. Значит, сейчас серым вяжу серым. Сейчас пересчитаю. 1, 2, 3. Это сколько получается? Вяжем, пока у нас в конце не останется 6 петель, да? Пятнадцать провязала. О, нет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 14 петель. 2, 4, 6, 8, 10. 14 петель серым провязала. Далее 1 черным, 1 бежевым. Бежевый остался далеко. Ну, когда смотришь схему, вяжешь, то вовремя поднимаю, а на видео пропускаю. Крючком вот так вот я подведу, подтяну. Провязали 1 бежевым и 1 белым. Все, осталось у нас 3 петли. Провязываем основным цветом. Это у нас 15 ряд. Ах, финиш уже очень близко. Так, сколько у меня ушло на вязание? Где-то час. Ну, это ж с обратными рядами. Так, возвращаюсь с начала ряда. 16 ряд узора. Первые 2 петли основным цветом. Следующая 1 белым. Провязали. 1 бежевым провязали. 2 черным. Далее средняя часть провязываем 14 петель серым цветом. Петель провязали. Далее 2 петли черным. Одна бежевым. Одна белым. Что у нас там остается? 2 петли основным цветом. Провязали. Это у нас был 16 ряд. Довязали и возвращаемся по узору. Начало ряда, 17 ряд узора. 2 петли основным цветом. 1 белым. 1 бежевым. 2 черным. 1 бежевым. Далее в середине 12 петель серым цветом.
Далее, что у нас? Одна бежевым. Две черным. Опять одна бежевым. Повторяем. Одна белым. И оставшиеся 2 петли довязали основным цветом. Это у нас был 17 ряд. Возвращаемся в начало ряда. 18 ряд узора. Первые 2 петли основным цветом. Далее одна белым, одна бежевым, одна черным, 2 бежевым. Сразу белую нить переброшу. Две бежевым провязали, одна белым. Одну белым провязали, далее вяжем 10 петель серым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали. Повтор. Одна белым. Нитка короткая осталась у меня здесь, но не хватило. Так, что у нас далее идет? Дальше 2 бежевых провязали. Одна черным. Одна бежевым. Одна белым. И осталось 2 петли. Довязываем основным цветом. И возвращаемся в начало ряда. Это у нас был 18 ряд. Начало ряда, 19 ряд. Первые 2 петли основным цветом. Далее 1 петля белым. 3 петли бежевым. Одна белым. Двенадцать петель основным цветом. Девять, 10, 11, 12 петель провязала основным цветом. Далее 1 петля белая, 3 бежевым, 1 белым и последние 2 петли основным цветом довязали. 19 ряд, вернулись в начало ряда. Начало ряда, последний ряд у нас узора, наконец-то. Первые 3 петли основным цветом, первая на спице, вторую, третью провязали. Далее 3 петли белым,
Теперь вяжем, сколько это получается, 14 петель должно быть основным цветом в середине, провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Провязали 3 петли белым. И осталось 3 петли. Довязываем основным цветом. Ай. Все. И по узору возвращаемся в начало ряда. Узор закончен. Далее что будем делать сейчас? Значит, это у нас было 20 рядов узора мы провязали. Впереди у меня 5 рядов основного цвета. 25. Осталось провязать 3 ряда. 3 ряда довяжем сейчас. Вернемся по узору в начало. И основным цветом провяжем еще 3 ряда. Будет у меня всего 28 рядов. Если размер маленький, можно пару рядов оставить. 27 рядов, например, да. Значит, довяжем сейчас до конца. Я к вам вернусь. Пойдем вязать дальше. После узора, после енота провязала еще 3 ряда. Закрываем петли. Первая петля на спице, вторую провязываю и протянула через петлю. Подняла, провязала, протянула. Вот только тебя здесь не хватало, все. Ой, да что же это такое? Шеда, иди отсюда. Все, нить обрезали, далее по изнанке. Ты мне портишь концентрацию внимания, нарушаешь. По изнаночной стороне прячем все хвостики. Я их прячу с помощью крючка. Протягиваю вот под ниточками. Вниз, вверх, влево, вправо. При необходимости можно завязать узелок. Но я иногда завязываю, иногда не завязываю. Хорошо вот так между нитками запутать. Еще раз можно. Все, пообрезаем, зачистим все хвосты. Теперь еще один остался. Что еще? Теперь замерить его надо в ширину. В ширину 9,5 сантиметров. И высота. Сейчас он закрутился. Почти 12, да? Ну вот, не доходит немножко до 12. Так, далее что буду делать? На спице номер 3 также продолжаю вязать. Смотрите, наберу по боковой части до мыска у меня будет 28 петель, так как у меня было 28 рядов, посередине 14 петель и по второй стороне также 28. Наберу сейчас белым цветом, все провяжу лицевыми петлями. Значит, наборный и лицевой ряд 2 белым, 2 серым, 2 черным и потом основным цветом еще. Получается 1, 2, 3, 4. Если посчитать вместе с наборным рядом, получилось 8 рядов. Я провяжу лицевыми петлями, а потом перейду к подошве. Так, сейчас белый цвет у меня. Набираю, подвязываю белую нить. Так, подвязала белый цвет. Набираю белым цветом. Ввела крючок под крайние 2 дужки. Захватила нить, набрала.
по всему мысу наберу петли. И далее все ряды, как я уже сказала, буду вязать лицевыми. Можно однотонным цветом провязывать, можно чередовать цвета. Это уже по вашему желанию. Я показала так, как я вязала. 2 белым, 2 серым, 2 черным и 2 ряда основным цветом. Так, набираем петли и провязываем. Обвязала мыс, 8 рядов провязала. Теперь перехожу к подошве. Так, сколько это получается? Меньше, чем 2 сантиметра. Значит, подошву я начну вязать на 14 петлях. Мысок, как у меня был, так и подошву начну. Это у меня большой размер. И вообще я для мужчины вяжу. Значит, теперь средние 14 петель я провязываю лицевыми и буду расширять. Все петли провязываем лицевыми. Так, и последняя провязала лицевой. Теперь развернулась. По изнаночной стороне опять эти петли провязываю все лицевыми. И по лицевой стороне в следующем ряду я начну делать прибавки. Так, провязываем до конца изнаночный ряд. Перешли на лицевую сторону, провязываю опять все петли по лицевой стороне. Все вяжу лицевыми, пока у меня не закончатся прибавки, я буду все вязать лицевыми. Далее провязала весь ряд, одну петлю добавляю с боковой спицы, провязали, добавили, подтянули, перешла на изнаночную сторону, опять все петли провязываю лицевыми и одну петлю добавляю с боковой спицы. Так я буду расширять, добавлять по одной петле. Всего у меня будет 24 петли. Значит, если у вас размер меньше, то у вас петель будет меньше. По подошве ориентируйтесь 16-18 петель. Так, довязала. Последнюю провязали. Теперь одну провязываю с боковой спицы. Добавила. Перешла на лицевую сторону. Опять первую снимаю. Оставшиеся петли все провязываю лицевыми. Одну добавляю с боковой спицы. Вяжем так мысок, расширяем. Заканчиваю я расширять мысок. У меня осталась последняя прибавка в изнаночной стороне. Последнюю прибавила. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 и 4, 24. Вот такой вот мыс. Теперь далее, как я буду далее вязать, дальше, как обычно, часто я вяжу со снятыми петлями, уплотненное вязание. Кромочную сняла, следующую петлю провязала лицевой, следующую петлю снимаю, не провязывая. Опять одну провязала лицевой, одну сняла, одну провязала лицевой, одну сняла, нить за работой. Так вяжем до конца ряда. Одну провязали, одну сняли, одну провязали, одну сняли. Довязали до конца ряда. Так, в конце ряда у меня получилась снятая петля, и последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы, 2 вместе провязала лицевую, соединила. Перешли на изнаночную сторону. По изнаночной стороне мы все петли будем провязывать изнаночными. И кромочную петлю соединять с петлей с боковой спицы, 2 вместе провяжем изнаночной петлей. Значит, довязываем все петли подошвы изнаночной, а по лицевой стороне мы будем вязать со снятыми петлями. Так, довязали последнюю петлю, соединили с петлей с боковой спицы, 2 вместе провязала изнаночной. Все, перешла на лицевую сторону, продолжаем вязать точно так же, как мы вязали в первом ряду. Первую петлю сняла, следующая у нас идет лицевая,
Следующую мы снимаем, не провязывая. 1 лицевая, 1 сняли, 1 лицевая, 1 сняли. Так провяжем, соединим все петли на спицах, пока не закончится. Лицевая сняли, лицевая сняли. Я к вам вернусь, потом наберем петли и будем вязать полотно. Сняла, провязала, сняла, провязала, сняла, провязала, сняла, провязала, сняла, провязала, сняла, провязала. 1 сняли и последнюю соединили. 2 вместе провязала лицевой петлей. Так, что у нас будет по ширине? Сейчас сразу вам замеряю, пока не забыла. Так, подошва, смотрите. Так, вот она, первая петля, 8 сантиметров. В свободном состоянии 10. Растягивается хорошо. Так, закрываем петли подошвы. Закончила вязать подошву, соединила все петли. Далее сейчас я наберу по боковой стороне петли. С каждой стороны я наберу по 13 петель. Посередине у меня 24, всего у меня будет 50 петель. Так, нить вот сюда протяну. Так, оставлю вот так вот. Нить придерживаю и буду ее подвязывать. Так, первая на спице. Крючок ввела, набрала петлю. 1, 2. Сразу нить эту подвязываю. 1 раз под нитью захватила, нить набрала петлю. 2 раз сверху набрала. Так, 4 петли набрала. 5, 6, 7, 8, 9 по боковой части 9, 10, 11, 12. Так, тут надо подхватить 2 дужки черных, чтобы дырки не было. Угу. И еще одна. 13. Все, набрали. Далее растянули. Петли подошвы провязываю по узору и точно так же наберу на второй стороне и по изнаночной стороне вернусь, провяжу первый ряд лицевыми петлями, все провяжу. Так, провязываю. Что у нас здесь? Это мы снимем. Лицевая, сняли, лицевая, сняли, провязываем петли подошвы. Провязала петли подошвы, теперь набираем на второй стороне. Точно так же у меня будет 13 петель. 1, 2, 3, 4. В самый угол. Так, 5 петель набрала. И остальные по мысу набираю.
Так, набрала 13 петель по второй стороне. Теперь посередине у меня осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дужек. Разворачиваюсь на изнаночную сторону. Первую снимаю, оставшиеся петли все провязываем лицевыми. Со следующего ряда я буду вязать узор. Все буду вязать одним цветом, основным цветом. Вот у меня темно-зеленый. Вязать можно любым узором. Так, провязываем все петли. Так, пришла в начало ряда. Лицевая сторона. Далее, смотрите, я буду вязать вот такой вот узор. Я его клеточкой называю. Он довольно плотный. По плотности подходит вот к подошве со снятыми петлями. И мысок. Вот, все по плотности одинаковое получилось. Поэтому мне он очень нравится. Объемный получается. Опять же, можете таким же вязать, можете другим узором вязать. Значит, узор. Первый ряд. Вяжем первый ряд. Кромочную снимаем. Одну петлю снимаю, не провязывая. 2 лицевых. Далее одну петлю снимаю, не провязывая. 2 лицевых. Одну сняли нить за работой. 2 петли провязала лицевыми. Одну сняла, 2 лицевыми. И так вяжу до конца ряда. Одну сняли, 2 лицевых провязали. Так, в конце ряда у меня получилось 2 лицевых. Ну вот так узор получился. И кромочную провязала изнаночной. Теперь второй ряд по изнаночной стороне. Все петли провязываю изнаночными. Первую снимаю, оставшиеся все петли провязываем изнаночными. Второй ряд заканчиваем. Перешли на лицевую сторону. Третий ряд узора. Третий ряд узора мы провязываем как первый. Первую петлю сняла кромочную. Далее одну петлю снимаю, не провязывая. 2 петли провязала лицевыми. Одну снимаю, не провязывая. 2 петли провязали лицевыми. Одну сняли, не провязывая. 2 лицевыми. Так вяжем до конца ряда. Одну сняли, 2 лицевыми. Как первый ряд. Повтор. Ну, еще пока ничего не понятно. Довязали до конца. Кромочную провязала изнаночной. И четвертый ряд. Это последний ряд узора. Значит, первую сняли изнаночную. Далее провязанные петли. Вот они как изнаночные у нас выглядят. 2 петли провязываю лицевой. Снятая петля, мы ее провязываем изнаночной. 2 провязанных петли провязываю лицевой, 2 лицевых. И снятая петля у нас не провязанная, провязываем ее изнаночной. Так вяжем до конца ряда. Это последний ряд узора. 2 лицевых, снятую петлю провязала изнаночной. Описание узора будет под видео, там где я какая пряжа, какие спицы пишу, там же напишу по рядам этот узор. Так, одну изнаночной, снятую изнаночной, остальные 2 петли провязанные провязываем лицевыми. С лицевой стороны мы начинаем повтор с первого ряда. Так, лицевой провязали. Далее снятая петля у нас изнаночной. 2 лицевых, 1 изнаночная. Довязываем до конца. Все, пришли на лицевую сторону. Далее у нас повтор узора с первого ряда. Первую кромочную мы сняли. Далее у меня 1 петля я сняла. 2 петли провязываем лицевыми. Нить за работой. 1 лицевую вот снимаю. 2 лицевых. Первый ряд опять вяжем. 1 петлю снимаем, не провязывая. Так повторяем все ряды с самого первого ряда. Вот первый ряд повторили. Провяжу так до пятки этим узором.
Значит, сколько у меня будет полотно до пятки? 50 петель в ширину. Еще раз посмотрю, подождите, записи сейчас свои. До пятки 12 клеток. По клеточкам буду считать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Довяжу до пятки, замерю в сантиметрах. Пятку тоже также буду провязывать. Значит, сейчас и провязываем длину до пятой. Встретимся. Провязали расстояние до пятки. Сейчас перейдем на пятку. Будем закрывать пятку. Значит, вот по дужкам, по вот этим я просчитала. У меня получилось 25 дужек. В сантиметрах боковая часть полотно. Сейчас мы это замеряем. До мыска, ну, в спокойном состоянии 12,5 почти. 12 даже. Это я подтянула немножко. Теперь с пятку. Как я буду вязать пятку? Пятку буду вязать на средних 15 петлях. Я 17 взяла справа, 18 петель у меня слева, 15 посередине. И вот так я буду вязать. Так, продолжаю вязать по узору. Вот где остановилась, как узор здесь ложится, так и провязываем. Так, первое это у меня будет кромочная соединительная. Далее продолжаю вязать по узору. 1 лицевая, 1 снимаем, 2 лицевых, 1 снимаем, провязываю петли пятки и последнюю петлю буду соединять с петлей с боковой спицы. 2 вместе провяжу лицевой петлей. Так, провязала по узору, последняя, соединила, 2 вместе лицевой. Теперь перешла на изнаночную сторону, 15 петель провязываю по узору. 11, 12, 13, 14 и 15 петлю соединяю с петлей с боковой спицы по изнанке. 2 вместе провязала изнаночной, развернулась, опять провязываю по узору. У меня получается 1, 2, 3 ряд идет по узору. Первую сняла, 1 лицевая, 1 сняли, 2 лицевых, 1 сняли, довязываю до конца и последнюю петлю соединяем. Так провяжем все петли вот на спице до самого конца. Так, последняя петля соединила, 2 вместе лицевой. Значит, соединим все петли, я к вам вернусь. Вяжем пятку. Довязали следок до конца. Такая лаптя получилась. Сейчас мы это все будем в кучу собирать. Теперь пятку закончили, убавляем петли. По 2 петли провязываю вместе. 1, 2, 3 раза я провяжу, по 3 петли вместе убавлю. Две петли вместе убавила. Опять 2. Теперь 3 петли вместе убавила. Опять 2. И так до конца. Так, закрываю последнюю петлю, сразу протяну белым цветом. Закрыла сразу белым. Теперь, что буду делать дальше? Значит, сейчас на 4 спицы по всему верху я наберу петли. У меня будет 68 петель. Если петель получилось много, можно убавить по 1, по 2 равномерно по всему верху. Первый ряд на спице номер 2,5. Первый ряд я провяжу изнаночными. Далее все буду вязать лицевыми петлями. Высоту провяжу 14 рядов всего. Значит, можно провязать разными цветами. Вы смотрите, белым набрала, следующий ряд провязала серым,
Далее основным цветом внутреннюю часть также провязала белым. Ну, это опять же по желанию. Так, сейчас петля на спице. И набираю петли и провязываем. Первый ряд все изнаночными петлями, остальные ряды провяжем все лицевыми. Ввели крючок под две дужки крайние и набрали петельку, подтянули. Если у вас размер был меньше, длина меньше, то, соответственно, у вас и петель будет меньше по верху. Так, наберем, провяжем. Закончили делать обвязку по кругу. Все ряды провязала лицевыми петлями. Высоту это у меня 3,5 сантиметра. Далее выворачиваю все наизнанку. А еще, что я делаю, внутреннюю часть провязываю на спицах на полнумера меньше. Не всегда, но когда много петель по верху, вывернули, разровняли все аккуратненько, чтобы нигде петли не перетягивали. Теперь первая петля у нас, берем ее на крючок, следующую снимаю со спицы, подхватываю. Вот у нас проходит пунктирная линия, это самый первый у нас был наборный ряд. Подхватываю эту петельку и прикрепляем. Один раз ниточку протянула и второй раз ниточку протянула. Я вот таким способом делаю. Можно это иголкой делать, но мне вот так вот удобно. Сильно туго не затягивайте. Подхватила, нить захватила, раз, еще раз. Прикрепим все петли к следку, попрячем хвостики, и на этом будет все. Еще раз подняла. Я на этом сегодня буду заканчивать. Всем легких петелек. У кого будут какие вопросы, пожелания, жду вас в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Мира и добра. Пока-пока.